Всем здравствуйте! Это Саша Сова, преподаватель вокала! Друзья, сегодня у меня для вас очень-очень интересная и насущная тема. Казалось бы, довольно банальная, но мне есть что сказать на эту тему, потому что вопросы до сих пор мне приходят. Это вопросы резонаторов. Что такое резонаторы? Как мы в них поем? Зачем они нужны? И есть ли они на самом деле? Если у вас плюс-минус какое-то староклассическое образование, я не говорю сейчас именно об академическом вокале, а я имею в виду просто образование, стандартная музыкальная школа, вам, возможно, очень часто говорили что-либо о резонаторах. То есть грудной резонатор, нам вот ставили сюда ручку, говорят, вот это грудной звук, вот это головной звук, надо вот сюда приложить там что-то руку, там что-то должно вибрировать. Пой в маску, пой вперед, пой назад и все такое. То есть это довольно такие эфемерные понятия, и кому-то удается, в принципе, с этими понятиями уживаться, да и мне когда-то удавалось. Собственно, сейчас я даже стараюсь, когда кто-то там новый ученик приходит, или я общаюсь с какими-либо преподавателями, неважно, я стараюсь, в принципе, сразу либо говорить, что я не использую эти термины, либо, не знаю, как-то обсуждать это с человеком, чтобы понять, что он подразумевает под резонаторами. Конечно, на эту тему есть довольно большие труды, то есть теория резонансного пения и все такое, всякие нам известные книжки, особенно если у вас есть высшее музыкальное, высшее вокальное образование, то наверняка вам приходилось изучать, что это такое. Я скажу, что да, мне тоже приходилось. Скажу вам, что в своей практике, еще даже в старые какие-то времена, типа, не знаю, 5-6 лет назад, я уже особо не апеллировала термином типа резонатор, попади в резонатор и так далее. По моей методике, по моей технике не особо, в общем-то, было важно куда-то там попадать. Может быть, для вас эта информация покажется шокирующей, и действительно, я вижу, что когда я, например, высказываюсь о каких-то мэтрах, типа там Александр Градский, Лариса Долина, еще кто-то, когда я говорю достаточно жестко и порой в такой форме, знаете, может быть, не совсем приветливой, не совсем, ну, я не скажу, что не совсем вежливой, но с большим возмущением, скажем так, об их высказываниях, это исключительно потому, что есть уже более продвинутые технологии, есть уже более интересные, более простые для объяснения вещи, и не нужно из себя строить классного маэстро, чтобы это все вот с таким видом, типа, а ты поешь не в резонаторы, и у женщин нет фальцета, преподносить. Давайте разберемся. Мы с вами, значит, поняли, что грудной резонатор, там лицевой, головной и так далее. Что это такое? Это акустический отклик на звуковую волну, которая образуется у нас в реальных резонаторах. То, что мы чувствуем, вибрацию в груди, вибрацию в голове, это как раз-таки отклик костей, тканей, да, на звуковую волну. А в голове у нас вот здесь вот это там пористые ткани черепа, насколько я правильно помню, это ткани, которые позволяют нам чувствовать некоторые вибрации. Где же образуется настоящий резонанс? И что является настоящим, не знаю, настоящей резонаторной полостью? Смотрите, наша гортань — это самый, что ни на есть, сложный, классный, здоровский, работающий резонатор. А именно, в гортани есть надскладочная полость, есть область глотки и есть ротовая полость. И есть еще, ну, допустим, да, там назальные пазухи тоже являются некоторым резонатором. При правильной конфигурации, при правильном использовании всех этих полостей, то есть, допустим, что касается надскладочной полости, то есть входа в гортань, да, когда мы с вами занимаемся расщеплением, мы постоянно говорим преддверие гортани, нужно сузить преддверие гортани. Когда мы говорим про твэнг, про микс, нам постоянно нужно зачем-то что-то сужать. Как раз-таки это и есть тот момент, что мы нарабатываем вот это вот умение что-то делать с гортанью, что звук получается звонкий, красивый, яркий, сочный и резонирующий. То есть самый основной резонатор у нас находится в гортани. Это резонатор, который реально можно взять и включить и выключить. Естественно, там пространство входа в гортань, да, пространство вот этой полости, оно сужается, разужается. Глотку мы тоже можем сжимать, можем разжимать, можем делать объем и так далее, да. Не всегда это мы делаем там с помощью опускания гортани и так далее. Что касается ротовой полости, мы тоже можем менять, да, это все, что у нас отвечает за тембр, мы тоже можем менять это все, менять вот эти вот опции. И вот эти вот несколько полостей, они действительно, которые вот здесь вот находятся, да, то есть нигде, ни в теле, ничего. Это те как раз таки самые места, которые позволяют нам получить резонирование, получить нужные звуки. А что касается побей себя в грудь, это, как я уже сказала, это почувствовать акустический отклик. Если честно, я вам так скажу, мало у кого эти отклики совпадают. У меня, например, плоховато вибрирует грудная клетка. Только если я
опускаю гортань, да? Опять же, вы видите, что я провожу манипуляцию с гортанью, и я опустила ее, у меня поменялось положение глотки, у меня поменялась вот здесь вот конфигурация, и у меня получается отклик сейчас такой, что я чувствую вибрацию. То есть это постэффект. На самом деле, когда я обычно своим голосом разговариваю таким средним по высоте, я не чувствую всех этих вибраций. Как и с вот этим направь звук вперед, направь звук назад. Это все постэффект от действий гортани. Или там надгортанных каких-то структур, или там участников голосового тракта, внешних участников голосового тракта, типа глотка и рот, да, ротовая полость. То есть здесь именно вибрация в груди или в голове, или в висках, или в носу, это все следствие. Причина этого — работа гортани. Да? Ну, условно, работа гортани, причина этого — работа настоящих резонаторов. Так же, как мы получаем условно какой-то назализированный, затонгованный звук, в первую очередь потому, что мы работаем гортанью определенным образом, а не потому, что мы что-то там куда-то направили, звук в нос и так далее. Да? Мы получаем плотный белтовый звук не потому, что мы направили что-то там куда-то вперед, а есть определенные конфигурации, фигуры вокальные, которые мы можем с вами выстраивать, выполнять и получать нужный звук. Конечно, когда я сейчас хочу, да, опять вернуться, я там не договорила свою мысль, когда я говорю о каких-то знаменитых людях, которые порой высказываются не очень уже профессионально о вокале, конечно, вы очень часто пишете мне комментарии злые, типа: Саша, что за хрень ты несешь? Вот там же важно дыхание, там важно ж вот это, нужно же грудь давить, там еще что-то. Ребят, я знаю, о чем я говорю. Да, мне не очень много лет, хотя спасибо вам за такие комплименты, иногда вы называете меня молодой. Но возраст и опыт — это не всегда, ну, в смысле, количество проработанных лет. Конечно, у меня меньше проработанных лет преподавателем, чем у кого-то там еще. Возраст и рабочий опыт не всегда говорят о том, что человек не знает, о чем он говорит. Иногда стоит прислушаться к людям помоложе в том числе, да? Не всегда пожилые люди говорят на 100% все хорошо. И если вы стары, это не значит, что вы мудры. Или если вы взрослый человек, это не всегда значит, что вы умный человек. Давайте не забывать об этом. Исходя из вот полученных мною знаний, я могу сказать, что когда ко мне эти знания пришли, мне преподавать и объяснять стало намного легче. То есть у человека появился реальный механизм управления голосом, а не эфемерные пазухи или там вибрации, которые нужно куда-то давить, что-то чувствовать и так далее. То есть чтобы управлять гортанью, есть упражнения, есть мышцы, есть там хрящики, с помощью которых мы можем спроектировать некоторые вещи. А когда мы то попадаем, то не попадаем в носовой, то в грудной, в головной резонатор, очень становится нервным вот этот поиск, очень становится переживательно учиться. Я помню, что мои сокурсники очень порой переживали, когда они не понимали, что, куда, как уплотнить этот звук, как сделать его громче, как, куда, что направить. Есть ребята, которые вот как-то на ментальном уровне сходятся с преподавателем, а есть нет, и нужны более категоричные, более понятные объяснения, более простые, менее вокальные, эфемерные, знаете, вот эти менее творческие. Особенно, если, например, я работаю не всегда с вокалистами, я работаю порой с любителями, и когда приходят люди каких-то технических профессий, им очень часто нужен какой-то четкий механизм работы, у них мозг так устроен и привык. И о каких волшебных резонаторах вы можете говорить, если человек не поймет? Даже если очень сильно попробует, ему будет очень трудно с этим. Поэтому, друзья, подписывайтесь на канал, узнавайте еще больше нового вместе со мной. Как только я что-то новенькое узнаю, я сразу несу вам. А еще много-много всего предстоит узнать. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, на все соцсети, которые вы найдете в инфобоксе под этим видео в описании. Увидимся в следующих видео. Пока-пока!